Всем привет, меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Кто же вас соблазнит? Давайте-ка пошалим, мальчишки. Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставим лайк, подписываемся на канал и смотрим, что же у вас происходит. Ух ты, сколько же хитрюк вокруг вас. Вот как-то по жизни у вас так повелось, что у вас столько вранья вокруг вас в жизни. Так вам врут честно, вот врут так, что верят сами в это вранье. Причем это женщины делают по большей степени. Вы то ли такой слишком доверчивый, наивный, знаете, вот как-то. И тем самым вот этим враньем, да, вам ужасно больно вот женщина сделала именно вот враньем. Причем, вот знаете, вы пытаетесь как-то вот как будто вот из сердца вырвать вот эту женщину, да, пытаетесь ее забыть, но вам не очень это получается. У некоторых, может быть, даже мысли такие появляются, вот бы куда-то умчать на край света, чтобы вообще сменить обстановку, вообще все забыть, это как кошмарный сон, да, но мы сильно не будем углубляться в то, что у вас произошло, но то, что предательство, это 100% было и вранье, которое реально очень тяжело вам было переносить. У кого-то сейчас еще длится этот процесс отхождения, так сказать, от предательства, да, у кого-то уже как бы ситуация лучше. Вот чем дольше период после разлуки, тем уже вам легче. Так, вы уже знаете, вот вы в предвкушении уже новой любви, вот вам хочется. Вот даже если еще не прошло до конца у вас вот эта боль, вот обида, вы все равно уже предвкушаете, вам хочется какой-то, я не знаю, новой женщины, хочется новых отношений, да, но причем отношений именно серьезных, таких стабильных, не просто провести время, вот вы даже мечтаете. Я бы сказала, вот вы такой мечтатель, может быть, по жизни, причем вы это можете скрывать. Потому что на людях вы такой сильный мужчина, а вот когда сам с собой наедине, то вы можете и скупую слезу мужскую пустить, да. Даже вот если фильм смотрите, ну, трогательный, допустим, фильм, да, то вы можете и прослезиться. Ну, такой ранимый вы человек, если так копнуть совсем уж глубоко вашу душу. Вы очень такой человек, который может, знаете, вот и научить, и показать. Вот вы, знаете, как будто вот всесторонне развитый можете еще быть. Понятно, что это не всех касается, да, но то есть у вас, то ли вы мастер на все руки, еще может так быть, то ли у вас, может быть, по диплому несколько специальностей, да, ну то есть вы владеете разным ремеслом, да, ну такой вот мастер вы. Очень коммуникабельный, вы вот в компаниях, вы душа компании обычно были, да, я не говорю сейчас, вот этот период, сейчас, я думаю, вам не до компании, потому что душа болит, а сердце плачет, да, у кого-то больше, у кого-то меньше, но как-то по компаниям особо тусоваться не хочется. Ну, а вообще вы такой, может быть, заводила были, такой вот, знаете, как Иван Сусанин, за собой толпу веду. Вот так. Смотрим, какая же дамочка пришла к нам на расклад, потому что сейчас возле вас дамы я не вижу пока. Но вы уже мечтаете, вам уже хочется. Так, какая же дама пришла? Так, а дама тоже, знаете, вот она тоже хочет любви. Она тоже ищет любви, я вам скажу. У вас с ней, в принципе, вот в чем-то схожа судьба. Только вот ее мужчина предал. У нее был очень жесткий такой мужчина-диктатор, который, ну так, держал в ежовых рукавицах ее всю ее жизнь. Она была под постоянным таким тотальным контролем. Вот она как раз плясала под дудочку этого мужчины. Если в свое время вы плясали под дудочку вашей женщины, то она под дудку своего мужчины плясала. Причем вот тоже у нее было много и обмана. Вот я смотрю, ну вообще у вас очень и очень как-то похожа судьба в разных моментах.
Где-то, вот знаете, вы пересечетесь, что-то связано с работой, по работе. Это не именно, что прям в рабочем коллективе. Это может быть, я не знаю, по дороге на работу, по дороге с работы, в командировке, ну где угодно, да, может быть там куда-то поедете в другой офис, там на другую фирму, конкуренты и так далее. Ну то есть однозначно что-то связано с работой будет у вас. Так, давайте-ка попробуем сейчас описать, что это за дама, портрет ее попробуем посмотреть. Это скорее будет брюнетка. Брюнетка такая, она будет, знаете, спокойная по характеру, очень такая степенная, вдумчивая, ну вот какая-то вот серьезная, да, вот. Она очень, даже вот почему-то скромная мне идет, да, вот информация. Вот какая-то скромность такая есть. Она может быть, ну, совсем немного младше вас, либо же такая вот, как вы по возрасту. Мужчины рядом с ней сейчас нет. Она очень так неплохо одевается, причем одевается, ну, красиво, так и со вкусом. Она, вот знаете, она тоже вот сейчас вот как будто бы проходит такой период, вот как и вы, что она еще не очень-то отошла от своих прошлых отношений. Вот в этом тоже вы с ней похожи. Она может также еще увлекаться вот рисованием, да, либо же у нее какие-то вот, ну, творческие наклонности. Может быть, она, знаете, вот, я не знаю, там картины по номерам рисует, какие-то там бисером вышивает, либо картины вышивает. Ну что-то такое вот есть у нее творческое, любимое занятие. Она какой-то период довольно сильно, да, вот переживала расставание со своим мужчиной, но она с этим справилась, в общем-то. Она справилась, причем вот я думаю, что ей помог, ну, похоже, скорее отец, да, вот какой-то мужчина ей помог вот, ну, встать на ноги, да, вот как бы прийти в себя, вот скорее это будет отец, может быть брат еще, да, но это какой-то близкий человек, вот именно по крови, ну, в семье близкий человек, который ее вытащил из вот этого состояния апатии, какой-то депрессии. Так, давайте-ка посмотрим, что же будет между вами дальше. Как же будут развиваться ваши события? Вот знаете, несмотря на то, что вот она такая вот, ну, скромняга в чем-то, да, вот как-то вот вы пересечетесь, и у вас внезапно вот именно вспыхнет роман. Причем вот именно она как-то проявит инициативу. Знаете, вот вы очень ей понравитесь, и она, несмотря ни на что, да, вот даже удивительно как-то вот, она попытается вот приложить все усилия, чтобы вот как-то вас соблазнить, атаковать, да, вот она даже будет вот советоваться со своими, может быть, подружками, да, вот как ей лучше там, да, к вам на какой козе подъехать, да, чтобы вот замутить, закрутить побыстрее вот эту ситуацию с вами. Причем, я вам скажу, она, кстати, вам по судьбе выпадает. Эта женщина, в общем-то, может стать вашей единственной и неповторимой. У нас колесо фортуны выпало. Она, смотрите, она будет стараться как-то вот по работе даже, она либо же пересекаться будет с вами почаще, ну это для начала, да, вот как-то она будет попадаться, может, на глаза вам чаще, даже вот если вы ходите там, либо ездите на работу мимо нее, там, да, вот она будет где-то вам на пути постоянно попадаться, да, сначала, может быть, там улыбнется, подмигнет, ну, то есть как-то вот она будет проявлять к вам инициативу. Вот именно она. А давайте-ка посмотрим, почему же она решит именно к вам, да? А потому что, знаете, вот она, мало того, что вы ей внешне понравитесь, она все-таки, вот такое ощущение, что она какой-то период до этого, она наблюдала вот за вами. Она наблюдала, может быть, общие знакомые у вас есть. Но какой-то период она не решала подходить.
Она не проявлялась к вам, хотя она как бы глаз на вас положила уже давненько. Да, ей грустно, да, ей печально. Ну, как бы глаз ложить никто не мешает, да? Вот, поэтому как-то вот она решила, да, вот она именно нетороплива. Вот она давно глаз положила, да, но она пока обдумывала. Потом уже только она начнет действовать к вам, начнет вот вам попадаться, да, на глаза, как-то вот с вами разнакомиться, разобщаться, вот как я говорила. Так, что будет дальше? Так. Знаете, вот как-то вот вы не будете сразу вестись. Вот не будете вы сразу вестись к ней, хоть она будет и так, и сяк, да, уж больно сильно вы ей понравитесь. Она почему, вот я не договорила, да, почему вот она решит, ну, как бы прощупывать про вас все, да, сблизиться с вами. Ну вот как-то вы вселяете уверенность, может быть, даже своим видом, что вы такой вот надежный, стабильный мужчина. Вот знаете, вот женщины все-таки чувствуют мужчин, очень хорошо чувствуют, просто интуитивно. От мужчин даже вот бывает, когда очень такой низкий, да, вот бас, такой сильный голос, да, вот высокий, статный. Это происходит просто интуитивно, вот, что от этого мужчины можно родить здоровое потомство. Это природой заложено в каждой женщине, я вам скажу. Вот вас она как-то чувствует какую-то надежность, стабильность, да, вот она наблюдала за вами, как я говорила, какой-то период, и она сделала свои выводы, да, вот как-то вы ее все больше и больше привлекаете. Так, далее что у нас будет? Вот, да, она будет поначалу за вами, вы как-то не очень будете вестись. Вот не очень. Может быть, кому-то внешне она не очень понравится, да, потому что, ну, на вкус и цвет товарищей нет. Кому-то, может быть, ну, не до отношений из вас, да, еще, может быть, боль не прошла от вашей прежней жизни. То есть поначалу как-то вы вот будете с ней так холодновато себя вести. Вот она будет больше проявлять, да, но она не будет в наглую это проявлять. Нет, она будет очень и очень осторожна, как я говорила. Постепенно, очень постепенно вы начнете вот с ней именно сближаться, да, сближаться сначала вот, ну, как друзья, я бы сказала. Потом это будет все больше и больше, да, вот все ближе и ближе вы будете вот, ну, как по накатанной, да. Вы, я вам скажу, вот будете очень бояться обмана. Вот как я в начале расклада говорила, вы будете очень бояться, чтобы вас не предали. Вы будете к ней присматриваться именно с той мыслью, чтобы нигде не было подвоха и от этой женщины. Поэтому вот вы будете так очень и очень с опаской сходиться с ней. Но довольно постепенно, вот довольно постепенно, здесь уже вы влюбитесь в нее. Вы влюбитесь, она вас соблазнит, да, вот она все-таки своего добьется, она вас соблазнит, и это будет, знаете, вот именно красивый интим, это будет интим такой вот с душой, да, вот это не просто какой-то, ну, механический, как это у многих происходит, да, это будет именно вот такой красивый, душевный интим происходить. Вот она все-таки своего добьется, да, это перейдет вот постепенно, очень постепенно в красивый такой любовный роман у вас. Поэтому вот женщина, которая очень похожа своей судьбой на вашу судьбу, она все-таки сможет вас покорить, она сможет вас влюбить, сможет соблазнить вас, и у вас все будет с ней хорошо. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И всем пока!